Когда спасатели заметили этого огромного уличного кота, они подумали, что это просто очередная рутинная спасательная операция. Но затем он открыл рот, и то, что из него вышло, ошеломило всех. То, что произошло дальше, навсегда изменило жизнь одной женщины самым неожиданным образом. Прежде чем вы начнете смотреть, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить еще одну трогательную историю, подобную этой. И напишите в комментариях, из какого вы города и который там час. Этот гигантский рыжий кот выжил после 7 жестоких лет на улицах Восточного Орегона. Его запятнанная шерсть рассказывала истории о бесчисленных драках. Его тело было покрыто шрамами от жизни, которую большинство животных бы не пережили. Но когда он открыл рот, случилось нечто необычное. Звук, который раздался, не был похож на обычное кошачье мяу. Он был грубым, писклявым, почти как будто он пытался говорить. Женщина, которая нашла его недалеко от своего дома, не поверила своим ушам. Она никогда не слышала ничего подобного. Когда она позвала мужа, чтобы тот послушал, они оба стояли в шоке. Этот кот не просто мяукал, он пытался общаться, и то, что он собирался сказать, вскоре завладело бы сердцами тысяч людей. Женщина начала оставлять для Клэнси еду и воду, и он нашел небольшое укрытое место возле их участка. Он отказывался уходить, и наблюдать за ним было тяжело. Какую же жизнь вынес этот добродушный гигант? Несмотря ни на что, несмотря на шрамы, покрывавшие его рыжую шерсть, и усталость в его зеленых глазах, в Клэнси было что-то особенное, что-то, что заставляло людей останавливаться и смотреть. В мире, где бездомных кошек обычно игнорируют, круглое приветливое лицо Клэнси и его пухлые щеки вызывали у каждого, кто его видел, мгновенное тепло. Но именно его голос, этот странный завораживающий голос, должен был изменить все. Женщина знала, что должна помочь ему найти настоящий дом. Она начала связываться с местными приютами для животных. Однако каждый раз она получала один и тот же обескураживающий ответ. Все приюты были переполнены. И поскольку Клэнси постоянно жил на улице, найти того, кто бы взял его, было чрезвычайно сложно. У них просто не было места для кота, которому, возможно, потребовалось бы длительное пребывание и который нуждался бы в большой помощи и инструкциях, чтобы понять, как существовать в доме рядом с людьми. Кроме того, всегда существовала опасность, что уличная жизнь могла сделать его недомашним. Тем не менее, женщина и ее муж собственными глазами видели, насколько он может быть мирным и ласковым. Все же, как бы она ни пыталась убедить разные приюты, никто не соглашался принять его. Однажды добрая женщина, которая подкармливала Клэнси, заметила, что он выглядит больным. Его шерсть стала менее блестящей, чем раньше, а тело казалось слабее и более хрупким. Обычно Клэнси любил тереться головой о людей при встрече, но в тот день у него едва хватало сил подняться. Было невыносимо видеть, как добрый гигант выглядит таким несчастным. Клэнси срочно потребовалась медицинская помощь. Женщина осторожно накрыла его одеялом и отвезла в небольшой местный спасательный центр, одно из немногих мест, куда они еще не обращались. Приют не был чем-то выдающимся, просто скромное место с ограниченными ресурсами, которое могло оказать ему лишь временную помощь. Но это было место, где Клэнси мог чувствовать себя в безопасности. Тем не менее, с учетом растущих медицинских потребностей Клэнси, этот скромный приют просто не мог оплатить все необходимое лечение. Зато сотрудники приюта сразу полюбили гигантского разговорчивого кота. Но они понимали, что он требует гораздо больше ухода и внимания, чем может дать их небольшой переполненный приют. Они провели медицинские обследования, чтобы оценить состояние Клэнси, и были шокированы тем, что обнаружили. У Клэнси подтвердился положительный тест на вирус иммунодефицита кошек, иногда называемый ЭФИВ, что часто встречается у уличных кошек, которые жили в тяжелых условиях и участвовали во множестве драк.
Кроме того, его тело демонстрировало признаки повреждений, которые рассказывали о годах жизни на улице. Старые шрамы были разбросаны по всему телу, некоторые жесткие и неровные, другие поблекшие, покрывая его рыжую шерсть, как карта его тяжелой жизни. Его зубы были в ужасном состоянии из-за недостаточного питания и отсутствия стоматологической помощи. Многие зубы были разрушены и причиняли ему невыносимую боль при каждом приеме пищи. Также у него была болезнь мочевого пузыря, которая, вероятно, оставалась без лечения месяцами, добавляя еще больше страданий в его повседневную жизнь. Несмотря на все эти медицинские проблемы, Клэнси оставался добрым гигантом. Было ясно, что у этого бедного кота никогда не было другой жизни, кроме уличной. Но, вопреки всем его недугам, Клэнси был не похож ни на одного уличного кота, которого приют когда-либо видел. Кошки, которые полностью жили на улице, по-настоящему дикие, как правило, боялись и опасались людей. Они были полностью самодостаточны, научившись полагаться только на себя, чтобы выжить. Многие из них никогда не знали человеческого сострадания и не знали, как на него реагировать. Клэнси был совсем другим. Несмотря на то, что его израненное тело рассказывало историю его тяжелой жизни, он был ласковым и дружелюбным. Ему нравилось внимание людей, и он действительно его преследовал. Каждый раз, когда сотрудник приюта подходил к его вольеру, его глаза загорались, и он спешил навстречу, желая поглаживаний и любви. Клэнси был полной загадкой. Казалось, что, несмотря на то, что улицы были его домом многие годы, он никогда не терял надежды, что кто-то за ним приглядит. Теперь, когда у него появилось безопасное место, эта заботливая часть его становилась еще сильнее. Сотрудники приюта начали замечать ту же уникальную черту, которую заметила женщина, подкармливавшая его. Его мяу было похоже почти на человеческую речь и доставляло радость каждому, кто там работал. Но возникала серьезная проблема. Учитывая все медицинские потребности Клэнси, скромный приют просто не мог обеспечить ему надлежащий уход. Приют понимал, что приюты по всему штату Орегон сталкиваются с избыточным количеством животных и недостатком средств. Тем не менее, они были полны решимости найти для этого кота тот уход, которого он заслуживал. Они верили, что в конце концов Клэнси станет чьим-то замечательным питомцем. Но сначала ему требовалось надлежащее медицинское лечение. Они обратились в команду по приему кошек под названием «Кэт» в Шервуде, штат Орегон, и отчаянно надеялись, что эта организация сможет принять Клэнси. Когда Хизер Сабота, сотрудник по коммуникациям и развитию в КАТ, узнала о его ситуации, она не смогла отказать в приеме этого доброго, разговорчивого кота в их центр. Она хотела повстречать этого необычного кота лично и узнать, действительно ли его мяу напоминает настоящие слова. Вскоре Клэнси был перевезен в КЭТ, где он, наконец, получил ту медицинскую помощь, в которой так нуждался. Его кастрировали, пролечили заболевания мочевого пузыря и провели экстренную стоматологическую операцию по удалению гниющих зубов, которые причиняли ему боль при каждом кусочке пищи. После нескольких недель медицинского ухода Клэнси наконец почувствовал значительное улучшение. Настолько значительное, что он стал разговаривать еще чаще, чем раньше. Его писклявые и чирикающие звуки превратились в постоянный фоновый шум в приюте, и сотрудники не могли наслушаться его необычных разговоров. К этому времени каждый человек там влюбился в него, и поскольку он снова становился здоровым, они отчаянно хотели найти ему идеальную семью. После стольких лет, проведенных на улице, он заслуживал теплый дом, мягкую кровать и кого-то, кто будет осыпать его любовью. Тем не менее, несмотря на то, что все любили Клэнси, они понимали, что найти для него дом будет непросто. Конечно, его огромный мишкоподобный корпус был милым и вызывающим желание обнимать. Но он уже становился старше, а большинство людей предпочитали брать маленьких котят. Кроме того, наличие вируса иммунодефицита кошек означало, что ему потребуются регулярные медицинские осмотры и лечение прочих заболеваний, которые может вызвать ФИВ,
и он должен был жить в одиночестве в помещении, чтобы не заразить других кошек. Он многого требовал от любого потенциального усыновителя. Но вскоре Клэнси удивил всех, и сотрудники приюта нашли способ заставить сообщество полюбить его. Однажды, когда Клэнси осматривал свое новое временное жилище, произошло удивительное событие. Он лежал в своем привычном уголке, наслаждаясь приятным солнечным светом, проливавшимся через окно, когда волонтер подошла, чтобы уделить ему немного внимания. Клэнси отреагировал, как всегда, своим необычным грубым мяу. Он всегда радовался, когда кто-то заходил к его вольеру, и всегда отвечал ударом головы, а иногда даже переворачивался на спину, когда хотел, чтобы ему почесали живот. Он довольствованно урчал, но затем кое-что в звуке изменилось. Его мяу стал чище, чем раньше, и волонтер была почти уверена, что услышала, как он произнес одно удивительное слово. Из его маленького рта вышел звук, который был точь-в-точь, как слово «привет». «Ты что-то только что сказал? Привет?» С недоверием спросила волонтер. Она стояла совершенно неподвижно. Конечно, это могло быть просто совпадение или обман слуха. Кошки же не умеют говорить, верно? Но Клэнси посмотрел на нее своими мягкими, заботливыми глазами и мяукнул еще раз. На этот раз звук действительно напоминал слово «привет». Они все раньше шутили, что Клэнси как будто ведет с ними настоящие беседы. Он был чрезвычайно разговорчив, но это было что-то совсем иное. Волонтер рассмеялась и еще раз погладила радостного гиганта по ушам, прежде чем выбежать и рассказать всем, что она увидела. «Ребята, воскликнула она с воодушевлением сотрудникам. «Он только что сказал «привет» мне». Новость быстро разошлась по приюту о гигантском разговорчивом коте, который, казалось, произносил настоящие человеческие слова. Это уже было не просто его необычное грубое мяу. Клэнси был по-настоящему уникален. Сначала никто не поверил волонтеру, но затем они начали записывать свои беседы с этим милым котом, и сомнений не осталось. Клэнси действительно, казалось, пытался вести настоящие разговоры. Приют обнаружил ту уникальную притягательность Клэнси. То, что наверняка заставит людей захотеть взять его к себе. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, никто не смог бы устоять перед этим разговорчивым котом. Они начали выкладывать записи, на которых Клэнси разговаривал с волонтерами, и тысячи людей смотрели их, очарованные любящим характером Клэнси и его забавными маленькими беседами. Никто не мог поверить, что это тот самый кот, который жил всю свою жизнь на улице. Среди тех, кто увидел записи, была Сэнди, женщина из Орегона, которая следила за историей Клэнси с самого первого поста в интернете. Сэнди всегда любила кошек, особенно тех, кто нуждался в особой заботе и внимании. Когда она увидела запись о Клэнси, ее сердце подпрыгнуло от волнения. Она сразу поняла, что должна увидеть его лично. Было что-то в том, как он издавал свои маленькие чирикающие звуки, в том, как его глаза загорались, когда он разговаривал. Казалось, что Клэнси обращается прямо к ней. Приют честно рассказал о всей особой заботе, которую потребует этот гигантский кот. Но Сэнди это не волновало. Она просто знала, что сможет дать Клэнси все, что ему нужно. Безопасное место, где его будут любить и где его будут лечить до конца жизни. Сэнди связалась с приютом и вскоре отправилась встретиться с рыжим гигантом лично. Когда она приехала в Кэт, сердце ее бешено колотилось от волнения. Сэнди всегда имела кошек, но всего несколько месяцев назад она потеряла своего любимца из-за старости. Ее дом казался излишне пустым с тех пор, и она только начинала думать о том, чтобы найти нового друга, когда на ее экране появилась первая запись о Клэнси. Казалось, это судьба. У нее дома не было других кошек, и Клэнси требовал кого-то с опытом и терпением, кто мог бы подарить ему достойную жизнь. Сэнди была уверена, что они предназначены друг для друга.
В тот момент, когда она вошла в приют, она почувствовала волнение от предстоящей встречи с Клэнси, разговорчивым котом. Она просто надеялась, что между ними возникнет связь. Хизер проводила Сэнди в помещение, где отдыхал Клэнси. Там он и был. Большой рыжий комок, лежащий на своем любимом месте, словно он специально ждал ее. Его яркие зеленые глаза посмотрели вверх, и он издал тихий чирикающий звук в знак приветствия гостей. Сэнди присела рядом, мягко протянула руку, и Клэнси, всегда джентльмен, слегка толкнул ее лбом с приглушенным стуком. Его любимый способ приветствовать людей. Он громко мурлыкал, прижимал голову к ее руке и издал грубое, но явно любящее мяу. «Привет, красавчик», — прошептала Сэнди, — «готов ли ты поехать ко мне домой?» В тот момент, когда Сэнди подняла Клэнси на руки, она поняла, что он больше, чем она ожидала. Теплый и крепкий, словно живое одеяло комфорта. Его пухлые щеки были еще милее вживую, а его урчание гулко звучало у нее на груди, как мягкий мотор. Это был ее кот. Она знала это с абсолютной уверенностью, и Клэнси тоже понял. С того самого мгновения, как он увидел Сэнди, он не прекращал разговаривать. Мяу за мяу, чирик за чириком, словно у него накопилась целая жизнь слов для женщины, которая, наконец, подарит ему все, чего он так долго искал. «Кажется, он тебя любит», — сказала Хизер с улыбкой. Все вокруг видели это. Эти двое были созданы друг для друга. Клэнси, наконец, нашел свою идеальную вторую половинку. Сэнди не могла представить, что уйдет без него. Ни сейчас. Ни после того, как услышала его голос, почувствовала его тепло и увидела любовь в его глазах. «Я хочу его усыновить», — сказала Сэнди сотрудникам со слезами на глазах. Документы оформили быстро. В течение нескольких часов Клэнси уже был в пути в свой навсегда дом. Сэнди подготовила все. Уютные кровати, чистые лотки, игрушки, разбросанные по дому. Но Клэнси было все равно на это. Ему было нужно всего одно — любовь. И Сэнди дала ему ее всю. Он стал хозяином дома, следовал за ней повсюду, чирикая и мяукая, словно делился величайшими секретами мира. А по утрам, когда в доме царило тихое солнечное освещение, он делал это особенно. То удивительное мяу, которое звучало как настоящие слова. «Привет, Сэнди». Казалось, он говорил каждый день. И каждый день это поражало ее. За все годы, проведенные с кошками, она никогда не встречала никого подобного Клэнси. Он был по-настоящему уникален. «Ты мой особенный мальчик, не так ли?» — говорила она ему. И это было так. Клэнси не потребовалось времени на адаптацию. Он сразу обжился, словно ждал именно этого момента всю свою жизнь. И Сэнди была благодарна, что именно ей выпала честь осуществить его мечту, потому что любовь не смотрит на шрамы. Ей безразличен возраст. Она просто нуждается в шансе. Вам понравилась эта история? А вы? Если бы вы нашли Клэнси у своей двери с тем особенным голосом, открыли ли бы вы ему сердце и приютили его? Да или нет? Сообщите нам в комментариях ниже. Если вам понравилась история, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Большое спасибо за внимание. До встречи в следующем видео. Хорошего вам дня.